Всем привет! Кристалл – место с историей. О нем точно знает большинство харьковчан. Это еще одна визитная карточка нашего города, расположенная в самом сердце Харькова, в саду Шевченко. Уже много лет это место пользуется особой популярностью среди харьковчан и гостей города. Здание «Кристалла» было построено в 1960-х годах. Его спроектировал харьковский архитектор Борис Гершевич Клейн. Он хотел, чтобы форма ресторана напоминала бы ограненный драгоценный камень. Чтобы посетители действительно могли почувствовать себя в саду, он спроектировал прозрачное со всех сторон здание. Тогда на открытие ресторана собралось огромное количество людей. Сад Шевченко уже тогда был излюбленным местом отдыха харьковчан. А вот уютного места, где можно было бы приятно провести время, там не было. Именно поэтому и появилась идея построить ресторан «Кристалл». На тот момент это был передовой проект. Первое и единственное в городе такое сооружение. Поэтому на открытие пришел почти весь институт «Харьков-проект», в котором и работал Борис Гершевич Клейн. Тогда во всем мире архитекторы увлекались подобными проектами, это было модное течение. Здание не имеет стен как таковых, только стекла и переплет. Это заведение в те годы, будучи рестораном, стало поводом для зависти у многих граждан советских республик. С самого утра перед входной дверью выстраивались огромные очереди. Нередко в них можно было встретить чиновников, желавших выпить кофе и закусить десертом. В свое время ресторан получил высокую оценку архитектурной общественности. В нескольких городах Украины возникли реплики здания, словно олицетворяющего дух 60-х годов романтического времени оттепели. За свою недолгую историю здание пережило несколько реконструкций, разрушивших хрупкую эстетику 60-х. Звездный час «Кристалла» наступил в 1982 году, когда в Харькове начали реализовывать программу по специализации заведений общепита. Ресторан в саду Шевченко и стал одним из первых специализированных предприятий Харькова. Дальше были «У камина», «Глория», но именно «Кристалл», впоследствии ставший для харьковчан по-настоящему легендарным. Изначально ресторан предполагал широкое меню, в котором блюда совершенно не сочетались. Ресторан, а позже кафе-бар прошел серьезную подготовку. Из Франции пригласили экспертов, которые обучали персонал разнообразным рецептурам мягкого мороженого. Также были разработаны ГОСТы и оригинальная рецептура других десертов. Такая работа не осталась незамеченной. Вскоре слух о новом заведении распространился по всему городу. Популярность этого места выросла настолько, что уже с утра тут выстраивалась большая очередь. Люди приходили отведать уже полюбившиеся им десерты. В ассортименте кафе-бара было до 70 наименований мороженого. Также из города Познань привезли новые рецепты пирожных: нежная, Катюша, тортов медовый, суфле и весенние цветы. В первый год работы «Кристалл» увеличил рентабельность в 2 раза. Кафе-бар «Кристалл», открывшееся в саду Шевченко, единственное в своем роде у нас в республике, утверждал в телесюжете того времени известный харьковский журналист Борис Ланевский. Кафе-бар «Кристалл», открывшееся недавно в Харьковском городском саду имени Шевченко, предприятие единственное в своем роде у нас в республике. Дело в том, что такой ассортимент и широта рецептуры не под силу ни одной промышленной фабрики мороженого. И буквально с первых же дней на нехватку посетителей жаловаться не приходится. Во-первых, дело в том, что здесь очень вкусное мороженое. Во-вторых, сотрудники кафе-бара постарались сделать все, чтобы сюда было приятно зайти людям любого возраста. Уютный зал, удобные столики, продуманный и со вкусом выполненный интерьер. Директор кафе-бара Алла Яковлевна Заря – один из первых авторов отечественной рецептуры мягкого мороженого.
Поэтому неудивительно, что в ассортименте кафе-бара так много фирменных сортов. И все они пришлись по вкусу харьковчанам. И еще одна немаловажная деталь. Рентабельность кафе-мороженого по сравнению с рестораном, который был здесь раньше, выше в 1,5-2 раза. Несмотря на огромную популярность и любовь многих харьковчан, кафе «Кристалл» имеет и негативные моменты в своей биографии. В 2009 году кафе «Кристалл» обвинили в том, что 14 харьковчан оказались в инфекционной больнице. Санэпидемстанция заявила, что возбудитель сальмонеллы мог оказаться в мороженом из-за невыполнения элементарных санитарных норм. В 2015 году 8 харьковчан, в том числе 5 детей, пострадали от вспышки острой кишечной инфекции. До этого все пациенты ели популярное мороженое в кафе. Через некоторое время за медицинской помощью обратились еще 9 человек, среди которых было 5 детей. У 2 из них подтвердился диагноз сальмонелла. Справедливости ради стоит заметить, что эти случаи не носят массовый характер в «Кристалле». После внеплановой проверки Госэпидемслужбы были отстранены несколько сотрудников заведения. Вскоре в кафе «Кристалл» провели реконструкцию. Вернее, их было несколько, в ходе которых несколько раз менялась декорация внутреннего пространства. Кроме того, появлялись островки-подиумы, фонтаны и много чего еще интересного. Сокрушительный удар заведению нанесла последняя перестройка здания в 2019 году. Было покончено с центрической структурой внутреннего пространства. Ради дополнительных посадочных мест появились антресоль, которая покончила с целостностью прозрачного кристаллического интерьера и не лучшим образом раскрывается на фасаде. Также исчезла стойка буфета, державшая симметрию внутреннего пространства. Необратимо уничтожена первоначальная концепция освещения и последние детали оригинального интерьера. Кафе стало двухэтажным. Такая судьба постигла «Кристалл» потому, что зданию не был предоставлен статус памятника архитектуры. Приобретение такого статуса способствовало бы консервации здания. В Украине общая неопределенность правового статуса архитектурных памятников советских времен фактически ведет к уничтожению уникальной модернистской архитектуры, которая уже во всем мире является предметом тщательного и бережного сохранения. В то же время модернизация и евроремонт по вкусу владельца уничтожают целый культурно-эстетический пласт национальной истории. В целом, кафе-бар «Кристалл» – заведение приятное и достойное вашего внимания. В меню гости все так же могут найти блюда европейской и кавказской кухонь. Неизменным также остаются любимые десерты харьковчан. За сравнительно небольшую цену можно попробовать фирменную белочку или лесную сказку. Кафе «Кристалл» вызывает разные ассоциации у жителей Харькова. Но в любом случае это место стало неотъемлемой частью нашего города. Кстати, на канале есть очень интересные видеоролики про легендарное кафе «Пулемет» и про не менее легендарный магазин «Ведмедик». Посмотреть про них вы сможете, пройдя по ссылкам в описании к видео, которое сейчас смотрите. И, друзья, чтобы не пропускать видео на канале, анонсы и сообщения, получать уведомления о выходе нового видео, недостаточно просто подписаться на канал. Необходимо еще нажать на колокольчик напротив «Вы подписаны» и выбрать «Все». Проверьте, нажат ли у вас колокольчик напротив подписки.
Тогда вам будут мгновенно приходить уведомления о выходе нового видеоролика, и вы его не пропустите. Буду очень признателен вам за лайк к видео, комментарий и подписку на канал. Ну и если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях. Это очень мотивирует снимать для вас новые видео. Спасибо за внимание. До новых встреч!